Всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. Сегодня нестандартное видео для моего канала. Это обзор новинки от Дуги смартфона V40 Pro. 8 ядер, 5G сразу с двумя сим-картами. Вес 258 грамм. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, что несмотря на то, что у смартфона есть IP68 защита и усиленный аккумулятор, он очень тонкий для смартфонов такого назначения и класса. Оснащен двумя дисплеями. Его довольно приятно держать в руках. Некоторые детали металлические, некоторые сделаны из матового пластика. Справа качелька регулировки громкости, а также кнопка включения-выключения. Она же отвечает за блокировку. Слева расположен слот для двух сим-карт вместе с microSD-картой, а также еще одна функциональная кнопка. Кстати, изначально смартфон продумывался как игровой, поэтому его память можно увеличить до 2 терабайт, вставив сюда microSD-карту. Внизу разъем для зарядки и 2 динамика. А еще у смартфона целых 4 камеры. Одна из них 200 мегапикселей. Комплект поставки включает кабель, блочок для зарядки с европейской стандартной вилкой 220 вольт. Здесь у нас тряпочка, наверное. И внутри можно, ого, ничего себе, найти защиту для нашего экрана. Также комплект поставки включает инструкцию по эксплуатации, в том числе на русском языке. У смартфона, конечно, есть селфи-камера и сверху расположен слуховой динамик. Предлагаю снять пленку. V40 оснащен IPS-дисплеем размером 6,78 дюйма, разрешение 1080 на 2,460. Задний экран имеет размер 1,47 дюйма. Разъема 3.5 в смартфоне нет. Я не ожидала, но на дисплее оказалась еще одна защитная пленка, которую можно не снимать и использовать в дальнейшем для эксплуатации. Давайте включим смартфон. После первого включения нужно провести стандартные настройки смартфона. Каждый их настраивает в зависимости от личных предпочтений и данных. Температура на улице сейчас не превышает 8-7 градусов. У меня холодные руки, но несмотря на это, смартфон довольно быстро реагирует на любое нажатие. V40 это первый защищенный смартфон на 4-нанометровом чипе, оснащенный процессором Dimensity 7300, который обеспечивает прирост производительности более чем на 15% по сравнению с предыдущими. Емкость батареи смартфона 8680 мАh. В нем 36 гигабайтов оперативной памяти, внутренняя память 512 гигабайт, версия Android 14. Размер экрана 6,78 дюйма. Селфи-камера у смартфона 32 мегапикселя. Задний модуль камер представлен одной 200-мегапиксельной камерой Samsung, телефото-камерой 8 мегапикселей Hynix, ночной камерой 20 мегапикселей Sony и широкоугольной и макрокамерой 8 мегапикселей OmniVision. Также V40 оснащен специальным интеллектуальным алгоритмом Morpho, который позволяет поддерживать ему 3-кратный оптический зум и 30-кратный цифровой. Полазила по настройкам, удалось понять, что в телефон встроен даже VPN. Круто, что в смартфоне можно посмотреть расход батареи по процентам. Вы увидите каждое приложение и сколько оно расходует энергии. Покопавшись в настройках, я нашла возможность увеличения шрифта и пользовательских значков. Это значит, что данным смартфоном смогут пользоваться люди с плохим зрением. Одна из плюшек производителя — это крутой задний экран, который поддерживает различные функции. Можно включить плеер, есть компас, посмотреть уровень заряда батареи, время и даже включить камеру. У этого мини-экрана есть свои настройки внутри настроек смартфона. Смартфон Дуги V40 Pro оснащен системой Дуги OS на базе последней версии Android 14. У V40 есть быстрое меню. А кроме того, на смартфоне предусмотрена система защиты. Это сканер отпечатка пальцев и, конечно же, Face ID.
Это первый Android смартфон на 4-м чипе, который совмещает в себе функции противоударного смартфона, предназначенного для активного отдыха, и игровые функции. Так выглядит разъем для сим-карт и карты памяти. Классно, что никаких дополнительных инструментов для того, чтобы извлечь вот эту вот штуковину из смартфона, вам не потребуется. Давайте воспользуемся диктофоном для того, чтобы проверить микрофон изделия. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Дуги V40 супермощный смартфон. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Дуги V40 супермощный смартфон. Посмотрим, выживет ли смартфон после того, как попадет в воду. Ну что, работает наш красавчик? Работает еще. Я не думаю, бросила телефон в воду, а когда я его достала, и мы начали созваниваться для того, чтобы проверить динамики и будут ли они работать, они не работали. И поначалу я испугалась, но приблизительно через 5 минут все стекло и наконец-таки заработало. Телефон ловит сеть точно так же, ничуть не хуже, чем абсолютно другие смартфоны. У него даже получилось здесь загрузить интернет. Динамики уже работают, и я через 5 минут после утопления уже могу поговорить по телефону. Алло, раз, два, раз, два. 9 часов вечера мы наконец-то можем посмотреть, как работает инфракрасная камера и фонарик у нашего телефончика. Так вот работает фонарик. Где-то на расстоянии, наверное, 10-15, не, ну даже вон до противоположного берега добивает. Правда, рассеянный свет, но добивает. Можно увеличить, уменьшить яркость экрана. Это самый яркий, самый блеклый, самая маленькая яркость. Инфракрасная камера. Сразу скажу, что инфракрасная камера видит где-то на расстоянии 15-20 метров максимум. Ну что, Doogee V40 Pro прошел все мои испытания. Вчера мы его утопили в супер холодной воде из Березины. Ночью мы посветили фонариком, проверили инфракрасную камеру. Ссылочку на то, где можно приобрести такой же смартфон, я обязательно оставлю в описании. Ну а вы, если вам нравятся такие видео, если вы любите активный образ жизни и не представляете свою жизнь без рыбалки, туристических походов и природы, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и, конечно, следите за обновлениями. Впереди много интересного, я уверена. Ни хвоста, ни чешуи. Пока.